Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Вы можете сейчас увидеть краткое содержание этого видео. Там описаны все подтемы, о которых я буду говорить. Так вот, поговорим о том, что такое семья и дети как ее основная составная часть. Собственно, на создание данного видео меня подвигнули комментарии под моими видео про наемную работу. И суть, кстати, ссылку на этот ролик вы сможете увидеть ниже под роликом. Суть этих комментариев сводилась к тому, что эти люди утверждали то, что наемная работа является вынужденной мерой для содержания семьи. И смысловая специфика данных комментариев будто бы означала, что человека заставили создать семью, и теперь он вынужден ее содержать. Но, как мне это видится, никто никого не заставляет рожать детей в современном мире, и дело это является сугубо добровольным. Поэтому мне не совсем понятна такая жертвенная позиция, что будто бы люди вынуждены содержать свои семьи, работая на наемной работе. Создается впечатление, что они просто не знали, что во время полового акта может произойти зачатие, ведь, собственно, зачатие это и есть биологический смысл полового акта. Хотя, если иметь в виду бытовую проституцию, где женщины назначают себе цену на уже только основании своей половой принадлежности, то жертвенная позиция перестает вызывать такую реакцию, как у меня. Так вот, что такое семья? Вообще, прежде чем говорить про семью, нужно разобраться, что-то такое применительно к обществу. Подразумевается, что семья – это женщина и мужчина, у которых есть дети. На самом деле, любой разговор о семье на основании объективных ее составляющих закономерно должен привести к заключению о том, что существование семьи всегда связано с финансами, и не понимать это может только либо сумасшедший, либо тот, кто преследует некие свои материальные цели в браке, вроде завладения имуществом своего партнера. Продолжение рода как нелепый предлог рождения детей. Когда я слышу от людей, что они хотят заводить детей, объясняя такой свой акт необходимостью продолжения рода, у меня возникает ощущение, что я нахожусь в дурдоме. Люди, которые не знают своих ближайших предков, называть вообще сугубо биологический акт, да, вот коим является рождение детей, да, таким возвышенным словосочетанием продолжение рода. И вообще, если учесть то, кто об этом говорит, то еще и с довольно мутным смыслом этого словосочетания. И как вообще люди, для которых не существует никаких причинно-следственных связей между их собственными действиями и тем, что они имеют в качестве их следствия, говорить о продолжении какого-то рода. Ну, или продолжение рода для них является следствием непонимания этих причинно-следственных связей. Как будто бы вот от этих людей и от продолжения их рода зависит судьба мира. И вообще, как мне кажется, говорят о необходимости продолжения рода те, кто больше ни на что и не способен. Поэтому им и остается только продолжать род вечно нуждающихся людей. И чем отличается вообще продолжение рода в подворотне какой-нибудь кошки или собаки от тех, кто заявляет о необходимости продолжения рода со стороны людей, да? Вот эти отличия между собаками, кошками и людьми, не совсем понятно, потому что рождение детей – это биологическая функция любого биологического организма, по крайней мере, млекопитающих. Так вот, рождение детей относится, как я думаю, не то что думаю,
думаю, а так и есть. Рождение детей относится к биологическому автоматизму и не имеет никакого отношения к тому, какой человек вкладывает смысл в это рождение, да, потому что функция рождения детей одинакова для всех людей, и она проходит одинаково. Тем более, что декларируемая фраза о продолжении рода выглядит просто как тупая отмазка простого желания совокупляться. Но такие люди говорят об этом так, будто бы они выполняют важную мировую миссию, породив еще одних доставщиков еды, кассиров для продуктовых супермаркетов и работников пунктов выдачи интернет-маркетплейсов. Вот такая вот у них замечательная миссия. И вообще, как мне кажется, люди как будто бы мстят своим детям, рождая их. Вообще у меня создается впечатление, как будто бы многие люди рожают детей для того, чтобы просто мстить им за свою не сложившуюся жизнь. Другого объяснения я найти не могу. И они не учитывают ничего, особенно то, что их мотив – это ненависть, потому что они рассматривают ребенка как свой инструмент для избавления от своих собственных комплексов. Они не понимают, что ребенок – это другой человек, который тебе не принадлежит и не является твоей собственностью только потому, что ты его родил. Но они хотят мстить, потому что их родители ненавидели их, и теперь они собираются родить и ненавидеть своих детей, чтобы вымещать свою ненависть на них, тем самым продолжая эстафету ненависти. Они жаждут видеть в своем ребенке собственную жертву, предвкушая то, как он будет следовать их тупым наставлениям, делающим из ребенка еще одного бездумного зомби, стремящегося соответствовать государственным стандартам. Такие люди не понимают, что ничего выдающегося в том, чтобы породить еще один биологический цикл, нет. Но перед тем, как порождать, им не помешало бы задуматься и честно признаться себе в том, для чего они это делают, а не кидаться тупыми отмазками вроде продолжения рода. И честно себе ответить на этот вопрос, ведь под предлогом продолжения рода стоит просто тупое желание совокупляться. Либо же есть такие, которые, допустим, рождают детей ради получения пособия. Можно представить себе уровень дегенеративности этих людей, да, которые воспроизводят в этот мир нового человека ради получения пособия. А то, что с ним будет дальше, кажется, что их это абсолютно не волнует, так как они сами обеспокоены выживанием, и передать своим детям, кроме эстафеты выживания, ведь ничего большего они не могут. Получается, что это продолжение рода таких своего рода выживальщиков, которых никто не... Ну, это род, которого никто не знал, не знает и знать не будет, потому что этот род также сольется с остальной серой массой бездумных биороботов, живущих от зарплаты до зарплаты. И смысл их существования – это выживание. Их появление на свет никто не хотел, но в них хотели видеть функцию. Эти люди, у которых вся система их отношений с другими людьми строится на обесценивании даже самой идеи того, что у человека может быть чувство собственного достоинства, что он может быть хоть как-то отличен от бездумного стада, которому сказали, что смысл их жизни должен заключаться в борьбе с несуществующими врагами. Они не видят никакого разумного смысла в своем собственном существовании и хотят обеспечить бессмысленностью своих детей, на которых они отыграются за свою собственную бессмысленность, форматируя их под те же самые стандарты, под которые форматировали их, когда ты не принадлежишь самому себе, а только стремишься соответствовать этим стандартам. Семья – это форма добровольных социальных ограничений. С точки зрения
моего личного видения семья – это форма добровольных социальных ограничений. И с точки зрения моего же видения, для меня семья могла бы стать некой целью только в одном случае, если бы я сошел с ума. Потому что, учитывая масштабы происходящего мирового трэша, такое желание может свидетельствовать только о том, что у человека что-то не в порядке с головой. Допустим, если взять среднестатистическую на постсовковом пространстве семью, то навряд ли она окажется семьей ни в чем не нуждающейся. И нужда является первым признаком такой семьи. И создается впечатление, что детей вообще специально рождают для нужды, не говоря о том уже, чтобы они получали бы некий достаток, только родившись. Семья как следствие умственной ограниченности. Для меня, например, очевидно, что рождение детей не является уникальной способностью. Да и способностью не является в принципе, так как это всего лишь проявление биологической программы, и для этого не надо много ума. Ведь рожать могут наркоманы, алкоголики, садисты, сумасшедшие и так далее. Просто человек в силу своей умственной ограниченности выдает это за нечто имеющее возвышенный смысл, как будто бы рождение детей с его стороны является чем-то особенным, отличным от того, как это делают другие люди. И такой человек воспринимает своего потенциального или уже родившегося ребенка как некую игрушку, которая будет его веселить, но абсолютно не понимая, что его ребенок — это другой человек, с которым нужно считаться как с человеком, а не воспринимать его как средство для утешения собственных комплексов. Поэтому отношение к ребенку как к средству является признаком собственной тупости и никчемности. Более того, люди, допустим, рожающие ради получения пособий, являются преступниками и абсолютным быдлом. Случай обращения с детьми, который я видел на улице. Например, я своими глазами видел такой случай обращения родителей со своими детьми. Я как-то шел по улице и увидел, как около своего автомобиля мужчина спросил у своего ребенка: «Ты глухой, что ли?» Подошел к нему, схватил его и швырнул на заднее сиденье автомобиля, как тряпичную куклу. И очевидно, это был отец этого ребенка, так как он задал ему такой вопрос. Так вот, у меня вопрос: учитывая, что я взрослый человек, после такого зрелища возникло ощущение кома в горле, и мне сложно себе представить, что испытывал тот ребенок. И это я говорю к тому, что некоторые люди с такой легкостью бросаются лозунгами о необходимости рожать детей, как будто бы не имеет никакого значения, кто будет рожать, как будет рожать, и кого он будет рожать, и в какую среду он будет рожать. Ведь рожать могут и наркоманы, и алкоголики, и люди с неуравновешенной психикой. Ссылка на необходимость рожать ради некой страны. Есть, конечно же, особо клинические случаи, когда люди обосновывают необходимость рожать детей ради некой страны. На мой взгляд, так могут делать только полностью отмороженные люди, и вообще любое намерение к своим детям, направленное на то, чтобы из них слепить то, что они не могут осмыслить просто в силу своего маленького возраста, это очень глупо. Такое поведение подчеркивает никчемность и ущербность самих родителей. Разумные родители понимают, что их ребенок — это отдельный человек, и его не нужно форматировать под какие-то идеологические стандарты. Хотя я прекрасно понимаю, что стране нужны налогоплательщики и биороботы для различных нехороших целей, так скажем. Ссылка на сложность содержания семьи, имеющих ее. На самом деле люди, имеющие семью и ссылающиеся на сложность ее содержания, просто пытаются оправдать свою собственную ущербность, потому как они не могли не знать изначально, что содержание семьи само по себе сложно. Я говорю про ущербность, потому что человек может пытаться за счет семьи пытаться создать вид некой своей социальной обустроенности, социального благополучия такого, но по сути просто пытается
пытается избавиться от своих собственных комплексов при помощи своих детей, точнее при помощи образа состоявшегося с социальной точки зрения человека. Дети в этом случае для него выполняют роль своего рода средства избавления от чувства своей собственной неполноценности. Ссылка на сложность содержания семьи, имеющих ее, как минимум свидетельствует о том, что человек не понимает, для чего он создал эту самую семью. Он мог ее создать, потому что среда ему внушила идею о том, что создание семьи является необходимым и вполне стандартным делом. Хотя с точки зрения здравого смысла, если отключиться от влияния социального окружения, может оказаться, что никаких здравых причин для рождения детей нет. Более того, идея создания семьи может, а зачастую просто противоречит здравому смыслу. Рождение детей, невзирая ни на что. Когда я смотрю на некоторых людей, мне кажется, что они рожают детей по принципу рожать, невзирая ни на какие обстоятельства. Как будто бы это является для них первоочередной нуждой, при том, что сами живут в нищете без всякого разумного, сформулированного для них самих собственного смысла. Видимо, они стремятся передать своим детям состояние постоянной нужды, отсутствие смысла и кислые выражения собственных лиц, глядя на которые у ребенка не то, что не захочет что-либо делать, что-либо делать конструктивного, но и даже жить не захочет, глядя на эти кислые выражения лиц. Например, на лицах своих родителей я никогда не видел вдохновляющего меня выражения, а только хмурые лица. И как я-то вижу, это происходит потому, что их самих воспитывали как биороботов, как идеологических единиц, лишенных всякой индивидуальности. Можете написать в комментариях, если у вас такие же родственники. Рождение детей, чтобы работать еще больше. Например, я, живя один, ощущаю на своих расходах рост цен и, следовательно, рост самих расходов. И мне было бы интересно узнать, как это ощущают люди, у которых по несколько детей, да, и еще выплачивающих ипотеку. Кстати, про ипотеку видео ниже под роликом. И люди, работающие на наемных работах, наверное, осознают, что, рождая детей, работать придется либо еще больше, либо же придется сокращать расходы на удовлетворение своих собственных потребностей. И еще мне было бы интересно узнать, как люди, рождающие детей, относятся к постоянному росту цен и увеличению собственных расходов в зависимости от рождения новых детей. Я думаю, что многие родители не учитывают даже свое финансовое положение, когда рождают детей, хотя от уровня финансовой обеспеченности зависит удовлетворение естественных нужд ребенка, то есть качественное питание, хорошие условия его проживания. Спасибо за внимание, до встречи в новых видео.